Однажды, ясный и спокойный день, Хён и Глен проводили время дома, ничего не подозревая о надвигающейся беде. Их мирный день был резко нарушен, когда у порога их дома появились вооруженные незнакомцы, чьи лица скрывали балаклавы. Съебались, долбоёбы, или въебу вас? Испуганные до полусмерти Хён и Глен бросились бежать как можно дальше. Оказавшись за пару кварталов от своего дома, Глен вызвал полицию. Испуганная до глубины души Хён заваливала того вопросами о случившемся. «Без понятия, дай мне, черт возьми, подумать!» Взъерошенно отвечал Глен. Хён же, прильнув к нему, продолжала тихо хныкать от всепоглощающего ужаса. На место происшествия прибыло несколько юнитов ЛССД. Глен кое-как рассказал детали инцидента. К сожалению, вооруженных незнакомцев так и не нашли. После всего этого прибыли коллеги Глена из прокуратуры, которые поспешили увезти пару подальше от места происшествия. К вечеру того же дня Хён и Глен с осторожностью вернулись домой, но их будто поджидали. К ним подъехала машина, из которой доносилось обращение подозрительного человека. Если проблем не хочешь, мы с тобой уже пересекались. Я не думаю, что твоей подруге будет в кайф это слушать. «Мужик, отстань, а!» Я последний раз говорю тебе, чувак. Сказал угрожающий незнакомец вслед. Хён и Глен стремительно ретировались в свою квартиру. Мужчина в очередной раз позвонил в 911. «Слушай, я наврал, видимо, и они пришли все-таки за нами», — сказал отчаянно Глен. «Но что же им нужно от нас?» «Они пришли нас грохнуть». В этот момент в их квартиру раздался настойчивый звук. Снаружи доносились строгие требования открыть дверь. Глен велел Хён спрятаться в ванной. «Что бы ни случилось, не вылезай. Я люблю тебя». К счастью, за дверью ожидал помощник шерифа и несколько полицейских. Глена начали опрашивать, но тот не смог предоставить достаточной информации, чтобы начать поиски возможного подозреваемого. Пара находилась в крайнем шоке и ужасе. Их лица побледнели от пережитого страха. «Понял. Короче, берегите себя. И ты, девушку свою, особенно береги. Удачи», — сказал помощник шерифа. Перед уходом также посоветовал обратиться к детективу. «Собирай вещи, у тебя есть 10 минут», словно приказывая, сказал Глен своей девушке. Они в напряженной спешке начали собирать вещи, какие смогли с собой унести. Хён, все еще дрожа от ужаса, продолжала паниковать. Они заехали в прокуратуру, где Глен попутно пытался связаться со своими коллегами для оповещения о случившемся. «Бежать нахер надо. Я попробую поговорить со своими. Устроят нам побег. В Техас или Небраску. Идем в офис. Там безопасно. Оттуда я уже позвоню своим». Глен впервые на глазах плачущей Хён впал в настоящее смятение, стараясь сохранить хоть каплю самообладания. В офисе Глен и Хён ждали его коллегу, Мишель Ким. Ехала сюда так быстро, как только смогла. В чем же дело? Не очередная ли первоапрельская шутка с задержкой на пару месяцев? Нас, по всей видимости, хотят убрать, как нежелательных свидетелей, Ким. Глен подробно рассказал детали недавнего инцидента, связывая это с моментом, когда у их дома появились вооруженные незнакомцы. «Я не знаю, они ли это были, но они рано или поздно нас достанут. Слишком много совпадений. Днем так, а вечером уже визит вежливости, мать его». Хён, сидя рядом, не могла отвести глаз от своих дрожащих рук. Страх и беспомощность охватили ее, делая каждый миг мучительно долгим. Мысли о том, что они могут потерять друг друга, не покидали ее голову. Единственное, что держало ее на плаву, была рука Глена, крепко сжимающая ее пальцы. На одном из очередных рабочих дней в университете Хён продолжала преследовать опасения за свою жизнь. Ее нервное состояние не осталось незамеченным для студентки по имени Кимико. Во время беседы Хён невзначай поинтересовалась, не замечала ли она кого-то подозрительного, кто мог бы за ней следить. «А насколько подозрительные? Вы студентов наших видели?» «Ну, некоторых», — с легкой насмешкой ответила Кимико. Хён коротко призналась, что ее кто-то преследует, и из-за этого она уже несколько дней ночует в университете, стараясь не покидать его пределы. «Ладно, слушай, не составишь услугу мне, пожалуйста? Тебе же есть на чем передвигаться?» Резко сменила тему Хён. Она попросила Кимико заехать за продуктами, преимущественно за сухофруктами и лапшой быстрого приготовления. Та любезно выполняет просьбу Хён и приносит желаемое. «Спасибо тебе большое, Кимико, выручила. А то знаешь, каково постоянно поедать сахар. Батончики. Сколько там с меня?» Под конец Хён рассчиталась за предоставленную услугу Кимико. Она почувствовала теплую волну поддержки и облегчения.
Вечером того же дня Хён все так же находилась в университете и делилась своей паранойей уже с другой студенткой по имени Лекси, расспрашивая про слежку. Я же говорю вам, проспала целый день. Мне нужно было еще собраться, одеться, помыться и накраситься. Оправдывалась Лекси. Ужас. С тех пор, как я ощутила очень острую стрессовую ситуацию, я не могу себе места найти. Я вроде говорила, что я даже ночую здесь, сказала Хён с дрожащим от нервного напряжения голосом. Да вроде не говорили. А зачем вы ночуете в университете? Что случилось? Хён в очередной раз рассказала детали той самой острой стрессовой ситуации, которая ее преследовала. Чтобы ваша крыша не ехала, нужно просто расслабиться. Снимите номер в отеле, попробуйте выпить с каким-то другом. Или подругой, неважно. Потрещите с ней о разном. Все как рукой снимет, я вам честно говорю, посоветовала Лекси. Да, есть такое. Я почему-то навела себя на мысль, что раз я играю в черный ящик, то почему я не могу позволить себе приобрести то, о чем мечтала? Далее Хён рассказала, что купила себе автомобиль на почти последние кровные средства. Как она призналась, покупка была сделана на скорую руку. Вскоре Хён уже сидела за рулем своего нового автомобиля. Мощный рев автомобиля не оставил Лекси без восхищения. Пристегивайся, сейчас выйдем на шоссе, покажу, что умею. Они выехали на шоссе. Немая сцена езды по ночной дороге была наполнена ощущением свободы и адреналина. Надо будет почаще в такие ночные поездки выезжать. Это так расслабляет. Я же говорила, не нужно беспокоиться. Забейте, серьезно говорю. И все будет хорошо. Живите жизнь. Ради этого вы и родились. С улыбкой ответила Лекси. Хён довезла Лекси назад к университету. После напряженного дня и ночного приключения ее душевное состояние начало понемногу успокаиваться. На следующий день Хён допрашивал детектив Джейсон Уильямс. Девушка с трудом пересказала в очередной раз историю с вооруженными личностями на пороге дома. Хорошо, Хён, сейчас будь спокойна. Ты сейчас в безопасности. Я прекрасно тебя понимаю. И сам был в такой ситуации. Ты молодая, и это тебе свойственно. Расскажи мне о намеках, которые они давали, сказал Джейсон, стараясь успокоить ее. К сожалению, страх, преследовавший Хён, не позволил запомнить многие детали, и она ссылалась на то, что Глен может знать больше. Я тебя понял. Советую тебе успокоиться и не воспринимать эту ситуацию как что-то кардинальное. В этом нет ничего страшного, по правде говоря. Я тебе скажу так, что я был в ситуации гораздо хуже твоей, а у меня дочь и была жена. Если ты сейчас только дальше будешь запускать эту ситуацию с своим психическим состоянием, станет хуже. И Глену тоже. Хён, прислушавшись к совету Джейсона и еще вспоминая слова Лекси, начала осознавать, что нужно попытаться вернуть свою жизнь в нормальное русло. Она старалась сосредоточиться на работе в департаменте шерифа и университете на повседневной основе, постепенно восстанавливая внутреннее равновесие. Спустя долгое время детектив Джейсон Уильямс застал Хён и Глена напротив подъезда жилого комплекса, куда они недавно заселились. Между ними завязался долгожданный диалог на наболевшую тему. Не хочется отныне поднимать эту тему в дальнейшем. И так проблемы повалились. Но сейчас такое время, что вам уже ничего не грозит. Совместная работа внутри безопасных улиц, пару рейдов по тупику Crazy Riders, и я думаю, о ваших лицах уже забыли. Или думают о них уже за стенами башен, обнадеживающе заверил Джейсон. Время рейдов прошло, они фактически вне закона, Уильямс. Вне закона? Ошибаешься. Ордер подписан, и руки развязаны. Уиллер или Донован? Какая разница? Не имеет значения, как скажешь. Так вот, насчет всей этой темы. Я не хочу ее вспоминать. Не хочу подвергать опасности Пайк в частности. Это моя окончательная точка зрения насчет этого. С меня всей этой херни хватит. Ваше дело. Тем более, как я уже сказал, время стало лучше. И на улицах Доктауна стало тише. Нет, не стало. Я думаю, мы закончили. Всего доброго, детектив.
К сожалению или к счастью, дальнейшего развития этого события не последовало, так как не случилось чего-то грандиозного. Именно вот такая возникла финальная развязка. Я сам не в восторге, что концовка вышла немного скудноватой. На самом деле я даже был готов получить ЦК на своего персонажа Хён Пайк, но ничего такого не произошло. Однако главное, что ролевая игра за это время была захватывающей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До скорого!